Марк Дженкинс работал водителем грузовика и жил в скромном доме на окраине города. После смерти жены он воспитывал 10-летнего сына Сэма один. Денег едва хватало на счета и еду, но Марк никогда не жаловался. Сын был для него всем. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой после смены, он увидел на автобусной остановке дрожащую девушку с рюкзаком. Был дождь, автобусы уже не ходили. Марк остановился и предложил подвезти. Девушку звали Анна, она оказалась студенткой и призналась, что общежитие закрылось, а снимать квартиру у нее пока нет денег. «Если хочешь, можешь пожить у нас пару дней», — сказал Марк, сам удивляясь своей смелости. Анна сначала отказалась, но, увидев добрый взгляд и улыбку маленького Сэма, согласилась. Так в доме Марка появилась гостья. Она помогала готовить, учила Сэма математике и вечерами рассказывала истории о путешествиях. Атмосфера в доме изменилась, стала теплее и светлее. Марк ощущал, что эта девушка словно заполнила пустоту, которая жила в их доме после смерти жены. Однажды Анна уронила телефон, и на экране высветился входящий звонок. «Папа». Марк краем глаза заметил фамилию, но не придал значения. Однако на следующий день возле их дома остановился черный внедорожник. Из него вышел седовласый мужчина в дорогом костюме и несколько охранников. Марк нахмурился, прижимая Сэма к себе. Но Анна, увидев мужчину, бросилась ему навстречу. «Папа!» Марк опешил. Оказалось, что Анна — дочь миллионера Ричарда Блейка, владельца нескольких компаний. Она сбежала из роскошного дома, чтобы почувствовать настоящую жизнь, и случайно оказалась в его городе. Марк стоял, не веря своим ушам. А Ричард Блейк пожал ему руку и сказал: «Вы приютили самое дорогое, что у меня есть. Я в долгу перед вами». Анна же лишь улыбнулась и добавила: «Но, папа, именно здесь я почувствовала себя по-настоящему дома». В тот момент Марк понял: иногда доброе сердце способно открыть двери туда, куда деньги никогда не приведут. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.